Привет! С вами Казка. В этом ролике вы узнаете, как можно слегка повысить FPS в Vampire Bloodhunt, а также избавиться от лагов и фризов. Настроечек в этой игре на самом деле большое количество, и нам с вами нужно в них, конечно же, разобраться. Ты знаешь, что такое калибр? Не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр — это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как PvE миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Залетаем в игру, нажимаем Escape. Далее настройки, переходим на графика, первая вкладка основные настройки. Режим экрана ставим полный экран, разрешение по соотношению к твоему монитору. Если ПК у тебя средний и ниже, тогда ставим разрешение 1280 на 720. Картинка будет просто супер пиксельная, но FPS прибавится почти в 2 раза. Вертикалка. Здесь по желанию, но лучше отключать. Ограничение FPS. Во всех играх я лично лочу 144 кадра. Для того, чтобы в менюшке наша видеокарта не перегревалась. Сглаживание частоты кадров. Галочку отключаем. AMD FSR 1.0. К этому вернемся чутка позже, потому что штучка супер имбовая и нужно показать, как ей пользоваться. Мы же переходим на расширенное, и здесь нас встречает на самом деле большое количество различных настроек, которые, я скажу, на самом деле влияют неплохо на FPS. Давайте покажу два пресета. Сначала для средних и выше ПК, а далее для более слабых систем. Дальность прорисовки. Ставим средние, качество материала. Средние либо низкие, качество текстур. Тут все зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя, допустим, 4 гига и меньше, ставишь среднее либо низкое. Если у тебя более 4 гиг, тогда можешь ставить высокое. Ультра не рекомендую. Фильтрация текстур. На FPS, я скажу, не сильно влияет, поэтому можем либо выбрать трилейное, либо же 8X. Как, собственно, я и делаю. Эффекты. Ставим среднее либо высокое. Листва. В принципе, листва нам не нужна. Можешь ее смело отключать. Но если тебе нужна какая-нибудь мелкая атмосфера, можешь поставить низкое. Качество освещения. Должно на самом деле хавать много FPS, но на самом деле все не так просто. Если сравнить низкое и ультра, забирает около 5 кадров. Это в моем случае на моей видеокарте. У тебя может быть совсем по-другому. Не стоит об этом забывать. Но если выставить среднее и высокое, то разница не очень-то и большая. Поэтому ставишь высокое. Качество объемного тумана. Здесь все еще на самом деле хуже, потому что если поставить выкл, у тебя бустится около 15-20 кадров. Если поставишь среднее, высокое, либо ультра, то эти 20 кадров забираются. И неважно, среднее, высокое, либо ультра, они все одинаково кушают FPS. Картинка плюс-минус меняется, а FPS остается на месте. Поэтому я здесь рекомендую ставить, наверное, все-таки высокое. Еще раз повторюсь, это в моем случае на моей видеокарте. Поэтому тестируй только на своей системе именно этот параметр и еще один. То есть его лучше оставить в последнюю очередь для тестов. А так по дефолту отключаем. Фоновое затенение. Кушает порядка 15 кадров. Это между выкл и высокое. То же самое. Если ставишь среднее либо высокое, разница по FPS одинаковая. Картинка улучшается, но FPS остается на месте. Как это работает, я не знаю. Поэтому снова же, в принципе, можно его отключить. Отражение пространства экрана. Кушает порядка 5-7 кадров. Это если выкл либо ультра. Я же оставляю на высокое. Качество теней. Кушает много FPS, и в очередной раз все то же самое. Разница между выкл и ультра около 15 кадров. Если сравнивать низкое, среднее, высокое, у нас плюс-минус одинаковый FPS. Сглаживание. В моем случае около 2 кадров, поэтому я оставляю временное сглаживание. Рассеивание. В очередной раз все одно и то же. Если выкл и ультра 15-20 кадров кушает, если средние, высокие и ультра, все то же самое по FPS по картинке плюс-минус меняется. Еще раз повторюсь, если у тебя более сотки FPS, ставишь среднее. Если менее, то выключаем. Размытие в движении. В моем случае очень странно, но кушает FPS. Поэтому я отключаю. Во-первых, мне это не нравится, во-вторых, оно еще кушает FPS. Ну его нафиг. Аберрация и зернистость на FPS никак не влияет. Свечение около 5 кадров. Тут можно ставить спокойно на высокие, при желании, конечно же. И блики
Камеры на FPS никак не влияют. Лучи света то же самое, на FPS не влияют. Теперь подытожим по поводу первого пресета для средних и выше ПК. Настроечки у нас получается как-то так. Нажимаешь «Применить». И в самом лобби проверяешь по FPS. Если у тебя FPS с запасом там 150 и более, можешь уже побаловаться. Допустим, включить затемнение, посмотреть, как и что оно работает и сколько кушает твоих FPS. То же самое и рассеивание, и те же самые тени. Можешь поставить средние либо высокие. Чисто для твоей атмосферы. Может, это будет более-менее приятнее играть. Теперь посмотрим следующий пресет, он касается уже более слабых компов, если прям у тебя есть огромнейшее желание поиграть. Прорисовку мы ставим на низкое, качество материала тоже низкое, качество текстур можешь поставить на среднее, фильтрация текстур. Многие скажут оставлять на трилейное, в принципе будут правы, но можешь поставить хотя бы 4х. Эффекты низкое, листва низкое, освещение конечно же низкое, туман выключаем, фоновое затемнение тоже выключаем, отражение пространства экрана выключаем, качество теней выключаем, сглаживание можешь оставлять на временное сглаживание либо FXAA, поверхностное рассеивание выкол, размытие движения тоже выкол, аберрация, зернистость можешь оставлять, свечение тоже выключаем. Блики камеры и лучи света тут уже по желанию, можешь включать, можешь оставлять. Это у нас пресет номер 2, тоже нажимаем применить. Переходим на основной. Здесь AMD FSR работает максимально круто. Тем более абсолютно каждый может в этом убедиться. Картинка, конечно, на производительности хреновая, на балансе уже можно играть на самом-то деле. Качество, ультракачество я молчу. Пользуемся обязательно, это must have. После всех этих настроек нам нужно сделать небольшую оптимизацию твоей системы. После настройки графики в Bloodhunt мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки. Приложение MSI Util V3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если нет, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. В левом верхнем углу Steam, настройки, библиотека и ставим галочку на упрощенный режим. Переходим на библиотека, находим вампир, PKM, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы и нажимаем обзор. Открываем папку Tiger, Binarias, Win64, находим приложение Tiger, PKM, свойства, совместимость и ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI, галочка на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. Если вдруг у тебя начались проблемы, просто убираешь галочку с оптимизацией во весь экран. Теперь мы копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек сделай перезагрузку своей системы. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш путь, приложение Tiger нажимаем добавить, далее параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, опускаемся немножко вниз, находим системные устройства, далее еще чутка вниз и высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и выключаем это устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у тебя, конечно же, есть. Если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее крестик и закрыть. Теперь сделаем быстренькую настроечку твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от Nvidia, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia, переходим на регулировка настройки изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нас интересует это GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затемнение фонового освещения мы выключаем. Частота обновления твоего экрана высшая доступная. Размер кэша шейдеров по умолчанию для драйвера. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее опускаемся в самый низ. Здесь нас интересует это фильтрация текстур качества. Мы выбираем высокая производительность. Далее анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация. Мы их обязательно включаем. И просто нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, далее настройки Physics. Если у тебя видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираешь свою видеокарту. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архивчик,
Далее, настройка видеокарты, папка AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройкой драйвера для твоей видеокарты. То есть, какие функции включить и какие функции отключить. Возвращаемся назад. Приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Здесь находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI. Далее, приоритет, выбираем High и нажимаем Apply. Все остальные настройки не рекомендую трогать. Можешь только сделать хуже. И просто закрываем. Как обычно, самое интересное это твики реестра, которые бустят, ну прям неплохо FPS. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox Game Bar. Как мне писали люди, помогает бустануть FPS где-то 15-20 кадров. DVR1 нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. Да и ОК. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим оставляем включенным. Записи. Все, что здесь будет указано, обязательно отключаешь. Xbox Game Bar. То же самое. Обязательно убираем галочку. Переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно отключить это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можешь подключать все остальные фоновые приложения, которые в принципе может быть и не используешь их. Как говорится, до скорых встреч!